Друзья, всем привет! Сегодня будет третий день ПВП. Два предыдущих выдалось, в принципе, не очень. Сейчас я нахожусь на 88 месте, но у меня есть еще один день впереди. Надеюсь, что сегодня получится отыграть намного лучше, чем предыдущие дни. Вы видите топ, который находится на 8002 на тот момент, когда я буду играть в ПВП. Сейчас мой винрейт составляет 75%. Вы тоже это можете увидеть. Я проиграл всего 5 каток из 20. Надеюсь, что сегодня будет намного лучше. Ну что ж, давайте начинать. И первым противником, который нам попадется, я надеюсь, что будет довольно-таки простой противник, потому что предыдущие дни было достаточно тяжело играть. Я все вспоминаю того Тараниса, с которым я провел, по-моему, 7 каток, но это было действительно сложно. Итак, давайте, первый противник нам попадается, посмотрим, кто же это будет, ребят. Надеюсь, что что-то интересное. Это Хеликс. Ребят, я беру двойную стрелу, обязательно карлика, чтобы быстрее двигаться и у ворот, ну и плюс ХП. ХП у меня на 21 тысячу больше, я думаю, что в принципе проблем никаких не будет. У него есть мечи, которые летят в меня, они коцают, но не так сильно, как хотелось бы, наверное, Хеликсу. Я бы вам на самом деле не советовал играть Хеликсом в ПВП, но если вы все-таки играете, то брать косу обязательно и подходить в упор и убивать противника. Итак, первая победа есть, отлично. Надеюсь, что этот противник мне будет попадаться и дальше, потому что хотелось бы сегодня сделать все-таки 10 из 10 и подняться немножко в рейтинге хотя бы до, 10 места. Насколько я понимаю, это тот же противник, который был, это тот же Хеликс. Сейчас я беру диагоналки, ребят, обязательно укрывающийся щит и карлик. Про карлика я уже говорил. А вот укрывающийся щит будет блокировать некий демаг. Противник берет реально очень плохие скиллы, пытается ко мне подбежать в упор, но у него это не выходит. Это вторая победа в подряд. Я ложу в свою копилку еще дополнительные кристаллы и двигаемся, ребят, дальше. Еще бы таких противников хотя бы 3-4 катки. Так попадается следующий противник, это тень. Ребят, я думаю, что здесь надо брать токсический удар, заморозку и упругие стены. Вау, класс! Противник просто тупо вышел с боя. Это еще одна победа. Наверное, это самая легкая победа за весь сезон. Но мы двигаемся дальше. Давай еще раз попадись мне и также выйди, чтобы еще раз можно было тебя выиграть. Ребят, двигаемся дальше. Обратно нам попадается Хеликс. Здесь по-любому двойную стрелу, разряд. Ну и наверняка великана. Великан нам даст дополнительное ХП плюс урон. Почему я беру разряд? Потому что разряд будет также бить противника, если он будет подходить к стенкам. Очень легкая победа. Не знаю, сегодня противники прям просто космос. Залетают все 4 победы в подряд. Дополнительные кристаллы идут в копилку. Еще 6 противников осталось бы таких же, как вот попадались. И сейчас нам обратно, ребят, попадается Хеликс. Прям просто космос. Здесь заморозка, токсический удар и, ребят, великан. Про эти все скиллы, в принципе, я сегодня рассказывал, почему я их беру. Но сейчас мы посмотрим, смогу ли я сделать еще одну победу. У Хеликса есть, ребят, диагональные стрелы, но в таком случае действительно надо подходить в упор. Но это в том случае, если только вы играете Хеликсом и против каких-то более слабых противников. Есть 5 побед в подряд, остается еще 5, это половина золотая. Ребят, не знаю, сегодня с противниками действительно очень везет. Вы не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Но сейчас нам попадается следующий противник. Это та же тень, которая была раньше. По скиллам обязательно двойная стрела. Я думаю, звезда разрядов пусть будет и улучшение стихий. Все-таки Анир бьет светом, плюс еще и звезда разрядов. Я думаю, что будет, в принципе, очень-очень хорошо. У противника, как мы видим, карлик. Вы видите, как он быстро двигается. Но, ребят, главное тут укрываться от посоха. Посох, конечно, разлетается в разные стороны и может принести какой-то дискомфорт. Но, ребят, это еще одна победа. Это победа под номером 6. Супер. Вот реально очень хорошо собираются кристаллы, когда ты выиграешь столько много. Двигаемся дальше. Обратно, ребят, та же тень попадается, что и в прошлый раз. На этот раз скиллы у меня немножко хуже. Я думаю, электрический удар, двойников возьмем. Ну и ядовитое касание. Нету смысла брать, в принципе, какие-то там круги и мечи перед собой.
Противники сегодня прям очень и очень комфортные. Ребят, главное не оступиться нигде, потому что, знаете, вы вроде играете против слабеньких противников и можете расслабиться попросту и проиграть катку. Но не хотелось бы сегодня делать, хотелось бы хотя бы один день сделать 10 из 10. Странно, конечно, наблюдать, что тень в костюме совсем не конкурент Ниру в PvP режиме. Но ничего, это еще одна победа для меня. К сожалению, для него это поражение. Кристаллы собираются потихонечку. Остается всего лишь 3 катки, ребят. Надеюсь, что они тоже закончатся для меня более успехом. Заведомо появляется настроение, когда тебе попадаются такие противники. Здесь обязательно карлик, ребят, вспышка. Ну, я думаю, что пусть будет мастер уклонения. Все-таки хотелось бы немножко поуклоняться. Плюс вместе с карликом это очень хорошая связка. Так, у него двойная стрела, насколько я вижу, 2 меча. Но, ребят, он даже попасть в меня не может. Я прям не знаю, как это описать. Это наверняка еще одна будет победа. Хотя пару раз попадает и немножко демажит меня. Но этого мало, ребят, мало. Так, это еще одна победа. Остается 2 катки для того, чтобы сделать 10 из 10 хотя бы один день. В таких ситуациях, ребят, главное не расслабляться, потому что ты уже выиграл как бы много, по-любому ушел в плюс по кристаллам, но можно и расслабиться. Здесь обязательно мастер крит, плюс упругие стены. Но я думаю, что давайте все-таки возьмем ядовитое касание. Если я хоть раз попаду, то касание тоже будет бить противника. Карта, конечно, не моя совершенно. И смотрите, у него укрывающийся щит, диагональные стрелы, ребят, еще и рикошет от стены. Вау! Я прям просто не знаю, что делать. Очень много снарядов летит от тени, и это может быть первое, ребят, поражение. Хотя нет, ребят, это победа, но это было очень близко к тому, чтобы я проиграл сегодня эту катку. Остается одна катка, одна победа отделяет меня от 10 из 10 побед этого дня игрового, а именно третьего, ребят. Попадается нам противник, это тоже Онир, но посмотрим, что сейчас будет. Как обычно, упругие стены, ребят, разряд и токсический удар. Все-таки эта комбинация выпадала мне сегодня очень много раз, и давайте посмотрим, что получится на этот раз. Наверняка против Онира будет сложнее, чем против других противников, но я по нем попадаю больше, чем он, ребят, и да, вау. Это такое чувство классное, когда ты делаешь 10 из 10 и ложишь себе в карман 500 кристаллов за победы. Ну и, соответственно, я был на 88 месте, а сейчас, ребят, я поднимаюсь аж на 5 место в турнирной таблице. Вот это действительно очень и очень круто. Вы можете посмотреть, что мой винрейт также увеличился на приятные цифры. Да, это 83% уже, хотя еще вот совсем недавно был 75%. После третьего игрового дня сразу уже 83. А это я всего лишь один день сделал 10 из 10. Я надеюсь, что таких дней у меня будет еще как минимум 2-3, и я смогу еще больше подняться по турнирной таблице. По кристаллам у меня также все очень и очень хорошо, уже практически 16 тысяч есть. Я жду рулетку на новые яйца, которые появились у нас в ферме. А также, ребят, смотрите, что моя награда, в принципе, сейчас составляет 50 осколков рандомных, тень на 14 дней, я имею в виду скин, и рамка. Ну что ж, ребят, таких получился ролик. Я надеюсь, что вам он зайдет. Обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте это сделать, это для меня мотивация. Вам всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.